Привет! Сегодня у меня на обзоре весьма интересная новинка от компании OneMo. Это внутриканальные наушники с функцией активного шумоподавления и прозрачности. Piston Buds Pro, именно так называется данная модель, имеет довольно интересный дизайн и не менее занимательную функциональность. Но про функции мы поговорим чуть позже, а пока рассмотрим наушники на предмет внешних особенностей. Вот за что могу отдать должное компании OneMo, так это за всегда оригинальный и неповторимый внешний вид их наушников. На этот раз перед нами вариация на тему классических затычек без ножек в строгих цилиндрических очертаниях. Зарядный кейс выполнен из матового пластика, в моем случае черного, и издалека может показаться, что он не слишком-то и презентабельный. Однако по тактильным ощущениям все с точностью да наоборот. Хорошие материалы, качественная сборка и некий минимализм придают устройству свой особенный шарм. Сверху на крышке имеется глянцевая заполированная вставка с логотипом компании. Данный элемент отчасти повторяется и на наушниках, их сенсорные области отделаны похоже. На передней стороне кейса поместили одинокий статусный индикатор состояния, а сзади под петлей установлен разъем для зарядки. Емкость встроенного аккумуляторного блока составляет 410 мАч. Петля крышки пластиковая с установленным в нее доводчиком. Открывается удобно, немного подпружинивая крышку. Специального фиксатора в верхнем положении здесь нет, но механизм открытия держит это дело очень хорошо. Доставать наушники удобно. Для первичного сопряжения со смартфоном, а также для сброса устройства к заводским настройкам, на корпусе рядом с разъемом Type-C имеется физическая круглая кнопка активации. Для всех последующих подключений будет достаточно просто открыть крышку. Забегая немного вперед, здесь хотелось бы отметить, что для модели предусмотрена всплывающая анимация. Активировать ее можно в настройках фирменного приложения, при этом работает она с большинством Android смартфонов. К сожалению, как по этой части обстоят дела с айфонами, я не знаю. Что же касается качества сборки самих наушников, то тут также все на высшем уровне. В силу оригинальности исполнения подобные формы придутся по душе далеко не каждому. Однако, что касается удобства посадки, то лично мне наушники подошли хорошо, чего, к примеру, не могу сказать о комплектных амбушюрах. Опять же, лично для меня даже самый большой размер из предложенных оказался недостаточно объемным. Здесь как вариант на помощь можно призывать другие, сторонние насадки, только обязательно с укороченным сердечником, чтобы они как следует залезали в посадочные места кейса. Благо звуководы здесь плюс-минус стандартные и круглые, и в моем случае прекрасно подошли амбушюры от Redmi AirDots. Из примечательных конструктивных особенностей хотелось бы отметить встроенные датчики автопаузы, а также металлические перфорированные пластины вместо классических сеток на звуководах. Работу датчиков приближения, ровно как и все остальные опции, можно настроить в фирменном приложении OneMo Music, которое доступно как в Google Play Market, так и в App Store для iPhone. Сама программа уже не нова, она полностью переведена на русский язык и интуитивно разобраться в ней не составит большого труда. Сверху главной страницы в процентах отображены уровни зарядов как кейса, так и каждого из наушников, а уже чуть ниже сосредоточены основные настройки устройства. Бар аудиофильтров уже стандартно представлен в виде трех иконок: шумоподавление, прозрачность и обычный режим. Непосредственно ANC фильтр делится еще на два вида. Это классический и режим отсекания ветра. И вот что касается данных функций, то здесь скажу так. На улице, в общественных местах и в ТЦ полет в принципе нормальный. Разговорный гул и сопутствующие низкочастотные звуки режим гасит. Но вот если забраться в общественный транспорт, то тут уже не все так хорошо, как это было, к примеру, в модели OneMo Comfort Buds Pro. По крайней мере, в электричке шумодава явно не хватает, особенно на больших скоростях. С высокими частотами от стука колес, понятное дело, справиться сложно. Даже более дорогие модели не всегда это могли делать. Но здесь и от периодических дребезжаний вагона фильтр не помогает, срезая только самый-самый низ. В то же время ветреный режим против ветра, работает хорошо. Но здесь отмечу, как я и говорил ранее, что на улице и обычный шумодав нормально срабатывает. Никакого адаптивного режима здесь нет, и по ощущениям нечто похожее уже было в Huawei FreeBuds 4i и Honor AirBuds 2 Lite. А вот обратная сторона ANC и режим прозрачности в целом история рабочая. Процентов до 70 музыку все же прибрать придется, но трансляцию окружения при этом будет слышно. Если же тебе захочется при этом с кем-то поговорить, то лучше поставить трек на паузу. Переключение всех режимов зашито на одинарное касание с удержанием сенсора и сопровождается системной озвучкой без голоса. Для комфортного использования наушников в приложении можно также переназначить жесты управления. Действий для этого всего два, так что придется выбирать, что удобно именно тебе. Есть возможность назначить переключение треков, плей-паузу и регулировку громкости. Сенсор работает корректно, отзывчиво, а мисклики сведены к минимуму.
Помимо всего прочего, на борту имеется и рабочий игровой режим, но активировать его можно только в приложении в соответствующем разделе. В своем тесте на популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile я получил весьма приемлемые результаты по задержке в интервале от 160 до 200 миллисекунд. В целом история рабочая, поиграть можно. По звуковым примочкам отмечу наличие 12 готовых пресетов от студии SonarWorks, который на этой модели работает несколько лучше, нежели, к примеру, в гибридных Comfort Buds 2. И что самое главное, есть из чего выбрать. На этот раз фаворитом для меня стала, как ни странно, классика. При активации классического пресета наушники выдают очень живое и приятное звучание. Композиции играют более естественно, без лишних приукрас. Однако по настроению иногда яркости все же хочется, и здесь уже можно поискать немного драйва в других настройках. Благо крутить ничего не нужно, щелкай пальцем и подбирай. Говоря о звуке в этих наушниках, не могу не отметить еще один момент. Как и для всех своих моделей, здесь в OneMo предусмотрели встроенный прогрев драйверов посредством собственных ресурсов. Процесс протекает в 4 этапа, он очень длительный и суммарно занимает 120 часов, не считая перерывы. Но как бы странно сейчас это ни прозвучало, если хочется быстро получить результат, то лучше пройти хотя бы первые 2 этапа по 12 часов каждый, после чего разница уже будет ощутима. Но как вариант, конечно же, всегда можно раскачать диафрагмы прослушиванием любимой музыки. Здесь уже все на твое усмотрение. За звучание в наушниках отвечают 10-мм динамические драйверы, а над передачей звука трудится 2 аудиокодека на выбор. Это AAC и SBC. Передача сигнала происходит по современному интерфейсу Bluetooth версии 5.2. К сожалению, мне как любителю слушать музыку громко не очень понравился уровень верхнего ее предела. Здесь его как-то сильно впритык. Иногда хочется сделать погромче, а крутить уже некуда. Таким образом, в своем тесте автономности на 100% громкости на одном заряде наушники отыграли целых 6 часов и 28 минут. Но если вдруг по какой-то причине этого времени окажется мало, то как раз для таких случаев в кейсе имеется функция быстрой зарядки. 5 минут нахождения наушников внутри обеспечат до часа дополнительного проигрывания музыки. Здесь уже все будет зависеть от предпочтений по громкости. Еще одной интересной особенностью модели является наличие 30 успокаивающих звуковых дорожек с атмосферными фрагментами. Интересная опция, особенно для тех, кому иногда хочется расслабиться под спокойные звуки, или же для тех, кто просто любит засыпать под шум дождя или костра. Ну а теперь настал момент послушать, как отрабатывают встроенные в наушники микрофоны. Разумеется, надо бы сделать скидку на то, что в модели нет ножек. В таком формате микрофоны всегда будут уступать. Проверяем работу микрофонов в новых наушниках OneMo Piston Buds Pro. Таким образом, они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. Мне сюда порывами начинает залетать воздух, ветер, плюс есть шум от дороги, от проезжающих мимо машин. Ну и вот как-то так отрабатывают и справляются здесь шумодавы при вот таком сценарии использования. Ну и по традиции у нас второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум. Она потихонечку набирает обороты, и уже буквально через 5-6 секунд в салоне будет стоять очень сильный шум. Вот такой вот. Ну и примерно как-то так отрабатывают шумодавы в этих наушниках при вот таком сценарии использования. Допустим, если ты будешь с кем-то разговаривать с помощью данной гарнитуры в каком-то очень сильно шумном помещении. Да, без ветра, но в сильно шумном помещении. Ну а вот еще один тест работы микрофонов в наушниках Piston Buds Pro от OneMo. Вот таким образом звучат здесь микрофоны. Я сейчас нахожусь на улице, рядом со мной такая двухъярусная дорога. Машины приезжают, собственно, дует такой легенький ветерочек. Наушники в ушах и в шапке. Вот так вот они выглядят. Скрытый, не видно ничего, ни ножек, ничего не торчит. Ну и вот так можно примерно прикинуть, как тебя будет слышать собеседник при вот таких условиях обстановки, при вот таких обстоятельствах, когда ты будешь с ним разговаривать по этой самой гарнитуре по телефону. Ну, вот так отрабатывают микрофоны в наушниках OneMo Piston Buds Pro в торговом центре. Я сейчас нахожусь именно в торговом центре, рядом со мной вот детская площадка, там у меня сын играет. Ну и сегодня народу очень много. Сегодня у нас выходной день, сегодня воскресенье. Народу в торговом центре очень-очень много. В принципе, довольно гулко, и можно примерно представить, как тебя будет слышать собеседник. Если ты будешь с ним разговаривать по этой самой гарнитуре, по телефону, ну вот находясь в каком-то ТЦ, какой-то выходной день. Ну и подводя сегодня некий итог по данной модели, могу сказать, что в целом наушники получились интересными, функциональными и удобными, но при этом по каким-то моментам их все же не докрутили.
Первый и очень важный для меня — это малое количество громкости. Пусть они играют не 6,5, пусть 5 часов, но дайте мне возможность выбора максимального уровня. При этом достаточно прибавить всего процентов так на 15-20, этого уже будет вполне достаточно. Второй момент, также касающийся выбора, это управление. Добавьте уже жест в одно касание и возможность его отключения, и тогда не придется выбирать между громкостью и перемоткой. По крайней мере, для меня очень важно управлять и тем с самих наушников, и выбирать я не хочу. Ну и третий, не сильно проблемный, но все же занимательный момент — это амбушюры. В комплекте наушников One More Comfort Buds Pro идут прекрасные удобные насадки. Почему бы в коробку с Piston Buds Pro не положить такие же? Ведь не у всех есть огромный арсенал этих самых амбушюр, поэтому получить сразу хорошие было бы неплохо. Ну а если говорить в общем и целом, то наушники получились хорошими, особенно для тех, кто не любит ножки. Но нюансы все же имеются, и их обязательно необходимо учитывать при выборе. Ну что же, вроде как про все основные моменты я сегодня рассказал, так что буду закругляться. Спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем моем видео. Пока-пока.